Кашель является важной защитной функцией нашего организма. Он позволяет избавлять наши дыхательные пути от секрета и вдыхаемых нами частиц. Кашель бывает острый, подострый и хронический. Острый сухой кашель возникает обычно при респираторных заболеваниях. Однако в 15% случаев он может быть проявлением более серьезной патологии, такой как перикардит, сухой плеврит и тромбоэмболия легочной артерии. Подострый кашель, так называемый постинфекционный, сохраняется до 8 недель и обычно связан с нахождением в крови таких возбудителей, как микоплазма пневмонии, хламидия пневмония и возбудитель коклюша. Хронический или влажный кашель – это кашель, который беспокоит нас после 8 недель. Он характерен для курильщиков, для хронической обструктивной болезни легких, для бронхиальной астмы, может быть проявлением хронического аллергического ринита, так называемого постназального затека, и может быть проявлением патологии желудочно-кишечного тракта. И кроме того, влажный кашель может быть проявлением очень серьезной патологии, такой как новообразование легких, туберкулез легких, системные поражения легких. Кашель бывает у пациентов, которые страдают гипертонической болезнью и длительно принимают ингибиторы АПФ, и также бывает невротический кашель. Причина кашля разнообразна, и поэтому, чтобы лечить кашель, нужно четко знать его причину. Что мы можем сделать сами, без ведома врача, если мы простудились и начали сухо кашлять? Мы можем находиться в тепле, пить теплую воду или чай и использовать ингаляцию минеральной воды через небулайзер. Вся остальная терапия возможна только по назначению доктора после предварительного осмотра и обследования. Нужно учесть, что кашляет около 20% населения планеты, и каждое 5-е обращение к доктору связано с жалобами на кашель. Поэтому прежде чем лечить кашель, нужно выявить его причину.